вяжем голову. Я набираю 2 воздушные петли и во вторую от крючка провязываю 6 столбиков в одну петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянули. Я воспользуюсь маркером. Так, вяжем второй ряд. Во втором ряду у нас 6 прибавок. 1 прибавка, 2, 3, 4, 5 и 6. Всего в ряду получается 12 столбиков. Так, третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик, прибавка. Так повторяем 6 раз. 1 столбик, прибавка. Так до конца ряда. В ряду у нас должно получиться 18 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 2 столбика, прибавка. Я буду вязать в начале 1 столбик, прибавка, для того, чтобы у меня не было клиньев. Хоть их и не будет видно под прической, но я все равно сделаю так, мне так больше нравится. А дальше уже вяжу 2, прибавка, и так до конца ряда. И конец ряда я закончу 1 столбиком. В ряду у нас получится 24 столбика. Заканчиваю 4-й ряд, как видите, да, у меня идет 2 столбика, прибавка, и остается 1 столбик, который я не провязала в начале ряда. Зато нету клиньев. Так, вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду провязываем 3 столбика, прибавка, 1, 2, 3, прибавка. Так повторяем 6 раз до конца ряда. 1, 2, 3, прибавка. В ряду у нас должно получиться 30 столбиков. Вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду вяжем 4 столбика, прибавка. Я в этом ряду снова буду смещать прибавки. Вместо 4 провяжу 2. Провязала 2 столбика. Теперь прибавка. И дальше 4 столбика, прибавка, 5 раз. 3, 4, прибавка. И так до конца ряда. И конец ряда закончу 2 столбиками. В ряду получится 36 столбиков. Вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду 5 столбиков, прибавка. Повторяем 6 раз. 3, 4, 5, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5,
прибавка. И так до конца ряда. В ряду у нас должно получиться 42 столбика. Так, вяжем 8 ряд. В 8 ряду провязываем 6 столбиков, прибавка. Я провяжу в начале 3. 1, 2, 3, прибавка. И дальше 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. И так до конца ряда 6 столбиков, прибавка, и ряд закончу 3 столбиками. В ряду получится 48 столбиков. Провязали 8 ряд. Дальше с 9 ряда по 15 ряд мы вяжем без изменений по 48 столбиков в ряду. Это значит, мы вяжем 7 рядов без изменений, ровно по 48 столбиков. И с этого момента я поставлю маркер, и убирать его уже не буду. Он будет не только начало ряда, он еще будет потом равнять нам. Все это увидите. Для чего? Все вяжем с 9 по 15 ряд без изменений. Провязали 7 рядов с 9 по 15 ряд. Теперь вяжем 16 ряд. Проложили маркер, ведем его. Так, еще нам нужно будет, подготовьте 2 маркера, любой цвет нити контрастный. Так, вяжем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Здесь поставлю маркер. Вот так. Дальше вяжем прибавка 2 столбика, повторяем 7 раз. Прибавка 2 столбика, прибавка, два столбика. Это получается 2, еще 5 раз. 3, 4, 5, 6. Так, пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все верно. И последний раз. Прибавка. 2 столбика. Все, провязали 7 раз. И заканчиваем. Снова вяжем прибавку. Ставим маркер. Это дополнительные маркеры. Мы их как поставим, больше трогать не будем. И до конца ряда провязываем 13 столбиков. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть за этим маркером мы следим, мы его равняем. Эти два маркера зелененьких мы не трогаем. Как они стоят, так и стоят. Так, провязали 16, дальше с 17 ряда по 21 ряд вяжем без изменений 56 столбиков в ряду. То получается, мы вяжем 5 рядов ровно. Вяжем. Провязали 5 рядов. С 17 по 21. Теперь вяжем 22 ряд. В 22 ряду равняем маркер, чтобы ровненько все было. И провязываем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И теперь вяжем убавка 2 столбика, повторяем 7 раз. Убавка 2 столбика. Это у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Убавка 2 столбика, повторили 7 раз. Теперь снова вяжем убавку. И 13 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все, 22 ряд готов. Вяжем 23 ряд. В 23 ряду провязываем 6 столбиков убавка, повторяем 6 раз. Я провяжу в начале 3, убавка, и дальше 6 столбиков убавка. 3, 4, 5, 6, убавка. И так до конца ряда. Ряд закончу 3 столбиками, которые я не провязала в начале. Вяжем 24 ряд.
В 24 провязываем 5 столбиков, убавка, повторяем 6 раз. 2, 3, 4, 5, убавка. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. И так до конца ряда. В ряду у нас должно получиться 36 столбиков. Вяжем 25 ряд. В 25 ряду провязываем 4 столбика, убавка. Я провяжу 2 в начале и убавку, чтобы сместить убавки. Ну а дальше, как всегда, 4, 1, 2, 3, 4, убавка. И так до конца ряда, и закончу ряд 2 столбиками, которые не провязала в начале ряда. В ряду у нас получится 30 столбиков. Так, вяжем 26 ряд. В 26 ряду провязываем 3 столбика, убавка, повторяем 6 раз. 1, 2, 3, убавка. 1, 2, 3, убавка. И так до конца ряда. В ряду у нас должно получиться 24 столбика. Так, я провязала 26 ряд, набила голову. Ну так, достаточно плотненькая, но не слабо. Она держит форму. Мы еще будем утягивать, поэтому в камень набивать ее не нужно. Так, вяжем 27 ряд. В 27 ряду провязываем 2 столбика, убавка, повторяем 6 раз. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. И так до конца ряда. В ряду должно получиться 18 столбиков. 28 ряд. В 28 ряду провязываем 1 столбик, убавка, повторяем 6 раз. 1 столбик, убавка, 1 столбик, убавка, 1 столбик, убавка. В ряду должно получиться 12 столбиков. Так, я закончила 28 ряд. Теперь я провязываю соединительный столбик, ниточку закрепляем и обрезаем, оставляя коротенький кончик, потому что для пришивания у нас осталась нить на теле. Ну вот и все. Маркер убираем, только черные маркеры убираем. Дополнительные маркеры у нас пока остаются. Вот и все, голова готова.
Так, подготавливаем булавочек побольше. Сейчас будем делать утяжку. Перед тем, как делать утяжку, мы отметим, где что нам утягивать. Вот эти маркеры ниточные мы сейчас уберем. Вот у нас идет ряд с прибавками, где у нас 8 прибавок. И в этом ряду первую прибавку, первую, помечаем маркером. Так. Пометили маркером. Так же само последнюю прибавку тоже пометили маркером. Теперь находим центр этих прибавок. У нас 8 прибавок. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И посерединке этих прибавок будет у нас центр. У нас получается вот эта петелька центральная. Вот так. Отметили. Дальше. От серединки, вот отмеченной петельки средней, отступаем в сторону. У меня получается средняя петелька, да? Она как раз, я прям в столбик ее всунула. Поэтому вот начну отсчитывать от вот рядышком, да? Или даже считаем этот столбик, в который я впихнула. Это один столбик, потом второй, и вот тут есть третий. И вот за третьим сразу я впихиваю. Так же самое здесь. 1, 2, 3. Вот вместе с центральным считаю. Вот. И так у нас получается. Вроде бы ровно, да? Короче, по 3 столбика в сторону от центрального маркера. Дальше. Так. И теперь от этого маркера мы отсчитываем еще 2 столбика в сторону. 1, 2. Вот этот двойной маркер, это у нас будет утяжка глаз. Глаза. И тут так же самое 1, 2. Тоже это глаза, это носик центральный. Дальше от центрального столбика, от этого, отсчитываем, ну, вниз получается, да, вниз 5 рядов. Это вот один ряд, 1, 2, 3, 4, 5. И равняем по центральному столбику, вставляем. Вот это у нас тут будет рот. Дальше от этого маркера в сторону отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Так же само и в эту сторону. 1, 2, 3, 4. Отсчитали. Это у нас ротик, здесь глаза, носик, ушки. Ну вот. Дальше отрезаем длинную ниточку. Берем удобную для вас иголочку, я длинную взяла. Начинаем делать утяжку. Здесь уже как бы особо без разницы, откуда начать. В начале я вышью носик.
Так как носик у меня прям воткнут в столбик, да, я вывожу рядышком. Вот так. И в этот центральный столбик я его как раз обмотаю, да. Здесь пусть даже наполнитель у нас немножко утрамбуется, а потом добавим. Потому что пока мы будем утягивать. И вот этот центральный столбик, это я уже уберу маркер. Я его вышью стежками. Стежков, ну, немало понадобится. Можно сделать, ну, как всегда, можно сделать поменьше носик, можно сделать побольше, кнопочку маленькую. Или более такой заметный носик. Потому что если оставить так, носик почти незаметно. Поэтому хорошо обматываем. Можно, конечно, сразу, ну, в 2 нити вышивать носик. Так быстрее будет. Я в одну вышиваю. Так, вышиваем, вышиваем, вышиваем. Вот я вышила носик, он почти как булавка размером. Мне этого хватит, поэтому я вывожу ниточку обратно вот сюда. Так, поровнять немножко. И начинаем делать утяжку. Начну с левого глазика. Выводим ниточку в первый маркер. Вводим иголочку во второй маркер. Маркеры уберу. Затягиваем. Уже сразу видите, да? У нас щечка формируется. Повторяем еще один раз. Так же самое в начале первый, потом второй маркер. Вот, перехожу к правому глазику. Сначала первый маркер уберу. Теперь второй. Тоже подтянули. Закрепляем второй раз. В первый. И второй. Затянули. Вот такая мордашка уже вырисовывается. Дальше будем утягивать ротик. Так. Давайте
в боковые эти маркеры рта, в средние не нужно. Вот в один и потом в этот. В этот мы утягивать не будем. В этот утянули и отступили один столбик не в центр рта, а наоборот. Один отступили вот так и вывели в глазик. В глаз опять вставили и вывели в рот. Подтягиваем каждый раз. Вот такая ухмылка получается. Давайте еще раз зафиксируем. Вставили в глазик. И вывожу уже в шею. То же самое делаем со вторым ртом. Центральную петельку можно убрать. Выводим в маркер иголочку. И отступаем один столбик не в центр, а в другую сторону. Отступили. Выводим в глазик. И снова глазик. И маркер рта. Каждый раз подтягиваем. И еще раз закрепляем это все. И вывожу в шею. Ой. Ну вот. Уже понятно, да? Здесь у нас глаза, здесь у нас ротик и носик. Так, мне кажется, все ровно, более-менее. Так, теперь у меня еще достаточно длинная нить. Я брала специально длинную. Теперь я эту ниточку вывожу в маркер уха. Начну с левого. В ухо вывела. Иголочку пока уберу. Теперь вот откуда я вывела маркер, да, с этого столбика. Сюда вставляю крючок и вывожу в следующий. Не к центру, а к затылку. И сделаю вот так воздушную петелечку. Теперь вот так же, да, вокруг этого столбика я делаю еще один столбик без накида, провязываю вот так, и один полустолбик с накидом. Вот так. Все вокруг этого одного столбика. Вот так получается. Дальше поднимаюсь от этого ушка на ряд выше. Вот. И так же само вокруг вот этого столбика делаю накид, поднимаюсь выше и вокруг этого столбика провязываю полустолбик с накидом, один столбик, вот так,
И соединительный столбик. Ой. И соединительный. Вот так. Закрепляю, вытаскиваю ниточку. Вот такое ушко у нас получается. Теперь ниточка у меня длинная еще, да? Достаточно. Опять беру иголочку. Ну, здесь еще выше на ряд, да? Ввожу иголочку и вывожу ее не в этот маркер, а выше на 2 ряда. Получается так, да. Выше на 2 ряда. Здесь затянули вот так. И вот такое ушко. Чем вывязывать отдельно их потом. Так, опять убираем иголочку. Маркер пусть пока будет. Ну и вот где мы вывели, спускаемся на ряд ниже. Делаем соединительный столбик. Или нет, сделаем здесь, где я вывела иголочку. Я здесь сделаю воздушную петельку на столбик ниже, ой, на ряд ниже сделаю один столбик и столбик, полустолбик с накидом, вот так. И еще на ряд ниже, где у нас маркер стоит, маркер убираю, опять делаю полустолбик с накидом, один столбик и соединительный. Вот так. Ниточку вытаскиваю. Ниточку вытащили. У меня она тут что-то устала уже утягивать, работать. Я отрежу этот порченный кончик. Берем иголочку, опять вставляем ниточку. Вставляем, можно сказать, в этот же прям столбик ряд, да? Где-нибудь так, чтобы сильно ушко не затянуть. И выводим. Выводим в шею. Ну вот, ушки готовы. Это ухо мы начинаем вязать снизу вверх, а это ухо сверху вниз, чтобы у нас лицевые ряды смотрели сюда на лицо, не на изнанку. А здесь у нас изнаночная сторона. Вот моська готова. Закрепляем ниточку. Я ее закреплю прямо здесь, за задние петелечки, чтобы потом она не мешала пришиванию. Я немножко донабью здесь голову, потому что мы чуть-чуть наполнитель, который там у нас был, он немножко утянулся при утяжках. И чтобы пустоты не было.
Вот распределяю так, чтобы эти ниточки там никакие не порвать, да, они мешаются, конечно, при набивке. Я их чувствую. Ну вот потихонечку так распределяю его по кругу. Потому что если эти ниточки сейчас взять и начать рвать и резать, там внутри, которые стягивают, да, понятно, у нас все распустится. Ну вот все. В этом у нас головка почти сделана. Можно клеить глаза и вышить бровки. Я приклеивать глаза, вышивать бровки буду попозже. Вначале сделаю паричок. Берем вот островку. Стричь. Она такая кудрявая, симпатичная. И примерно сейчас будем резать на отрезки, которые нам нужны, чтобы удобно было их крепить, да, и шевелюрка была. Ну, будет даже такие. Но у меня вот есть для степлера скобы в такой коробочке. И вот первому я делала по этой коробочке. В натяжку наматываю на эту коробочку. Сколько понадобится отрезков, я не скажу, я не считала. Я нарезаю, креплю, не хватает, еще нарезаю. И так несколько раз. Ну вот, намотали. И теперь где-то так обрежем. Кончик у меня здесь, поэтому я так и буду резать. Вот так. Вот такие у нас получаются волосики. Теперь не помню, каким крючком я крепила там. Ну и опять возьму этот 1,25, которым я и вязала. Вот у нас 6 столбиков первые, да? И вот у нас пошли прибавки. И вот здесь, вокруг этих 6 столбиков, вот так, я прикреплю волосики. Сложили пополам. В эту петелечку вставили крючок и вытащили не до конца. И опять в эту петелечку вытащили, затянули. Вот у нас получилось. Первый ряд вокруг столбиков. Хотя, наверное, да. Я буду крепить через один столбик, не в каждый. Через один. Вот так. Через один. И еще. Можно крепить в каждый столбик, но тогда шевелюра будет, она и так пышная. Не вижу смысла очень часто чистить, да, с этим. Вот как бы у нас начало есть. Так. И дальше теперь я буду крепить вот
через 2. Вот у нас здесь закреплено 1, 2 и креплю за 3. Если вам кажется, что это как бы не очень густо, да, можете крепить через 2. Но через время вы увидите, что этого достаточно. 1, 2, 3. Через 4. Ой, на 4. На каждом 4 столбике крепим. Так, вот у меня получается, я круг сделала на каждом 4. Дальше я так же само буду на каждом 4, но через ряд пойду. Ну, примерно вот мы здесь скрепим. Здесь еще. Нет, пока через ряд не пойду. Что-то как-то он лысоват будет. А теперь смещу немного и буду не через... Как бы ряд закончился, да, и уже пойду опять не через 4, а вначале сделаю через 2, а потом через 4. Чтобы вот эти как бы залысины убрать. И так далее, далее, далее. Смещаем. Вот 1, 2, 3. 4. Где 4, где 3, где 5. Без разницы. Главное, чтобы потом, да, когда у нас везде будут волосики, получается вот, да, где здесь, что, через сколько рядов. Это только надо вот так высматривать. Тут уже все свалялось немножко. Поэтому потом оно ничего заметно не будет. Здесь, да, как бы по этим рядам, которые у нас последние, да, лицевые такие. Здесь чуть ли не в каждый столбик через 1 у меня сделано. Как бы 2 ряда получается почаще делать, чтобы не было таких залысин. Здесь в каждом ряду вниз спускаемся. А здесь можно так сильно не чистить. Все закроется. Так, вот я еще нарезала. У меня закончились, 2 штучки всего остались. Вот такая шевелюрка сейчас получается. На какую длину делать, да? Мне кажется, это вы уж сами решаете, как у вас, как вам больше нравится, как удобно. Что я вот сделаю еще 1 ряд и еще 1 ряд. И все. И я закончу. Или даже, вот я все думаю, или еще 1 и хватит. Или 2. Но тоже низенько, неохота, чтобы вообще лба не было. Наверное, этот 1 ряд. И все. От уха примерно так. Я начну чистить. Через 1 столбик проделаю до следующего. Ну, не прям ухо, а так. Почти над ухом. Вот где-то здесь.
И этот ряд я часто-часто сделаю через один столбик. Прикреплю и посмотрим, что получится. Надо еще будет один ряд или нет. Но я думаю, мне этого вполне хватит. Не хочу прям низкий. Лица видно не будет. Да, вот я сделала этот ряд один. Этого достаточно. Я больше ряд делать не буду, потому что, ну, вообще не будет лица видно. Тут еще в чем, да, как бы разница есть. У меня тонкая пряжа. Если вы, например, будете вязать из пряжи потолще, ну, например, джинс, да, там уже совсем будет другое расстояние между столбиками, и от этого будет зависеть частота. Там надо будет чаще крепить волосики, так как у меня пряжа тоненькая, столбики маленькие, а ниточка сама по себе пышная, поэтому я креплю реже. Если чем толще пряжа, тем чаще вы будете крепить волосики. Как бы это тоже учитывайте. Что-то меня раздражает, торчит. Так, все, последний ряд я сделала. Я крепила через один столбик. Этого достаточно, ничего не видно, все нормально. Вот, да? Залысин никаких нету. Здесь последний ряд. Здесь дальше я пойду так же само. Реже, реже, реже. До сюда. И здесь уже, когда я буду спускаться, я буду часто крепить, чтобы получилось как здесь. Не было залысин и пустот. Ну и крепить буду примерно вот у меня тут этот ряд, который частый, да? Первый столбик. Ну, первая, как бы, это бахромушка. Ну и наискосок вот так буду спускаться назад. Тут я не могу вам сказать ни размер, ничего. Делаем все на свое усмотрение, чтобы примерно вот как здесь, да, было вот так. Все это крепим, смотрим, равняем, можно дальше. Но все равно у нас же тоже за ушами как бы есть, да, просвет. Не прям волосы из ушей растут. Поэтому так же само делаем и здесь. Так, вот я прикрепила. Да, кажется, уже все везде готово. Здесь вот за ушками. Здесь тоже. Но здесь пока ничего нету. Я сделала границу, да, чтобы потом не путаться. Да, с одной стороны у меня чуть-чуть ближе к уху, с другой немножко не так, но тут так, как могла, выровняла, так скажем. И вот примерно я буду крепить от уха 1, 2, 3 на 3 ряда вниз. Вот, да, и тут пошло закругление. Здесь уже будет прямо. И здесь я так же само не очень густо заполню все. И этот последний ряд сделаю через один столбик. И все, на этом шевелюра будет готова. Приклею глаза, потому что я раньше их не приклеила. Когда туда-сюда вертеть голову, ну, не дай бог, еще глаза поотрываю. И так же само вышью брови, все через это отверстие, и потом уже пришью. Ну, все, крепим дальше. Так, я подобрала глаза вот такие, более-менее подходящие. Вот такой будет. И сейчас их приклею. А надо было сначала бровки вышить, но я уже приклеила. Ну ладно. Сейчас аккуратно бровки вышью и отложу, пускай лежит, все хорошо просыхает. Бровки не знаю, как лучше. В одну ниточку. Ну вот. Сделаем усилок побольше.
Бровки вышиваю в одну нить. И какой формы и как, это уж, мне кажется, каждый сам для себя решает, как вам вообще больше нравится. Я так выше. Так, надеюсь, ровненько будет. Ну да, я так и оставлю. Все, вывожу вниз иголочку и закрепляю. Вот так. Бровки особо тут и видно не будет, да? Такой шевелюры. Так, что тут глаза не отпадают? Вроде бы все держится. Так, я тут закреплю. Вот и все. Вот такая головушка готова. Я ее пока оставлю. Пусть глаза хорошо просохнут. Но потом уже будем пришивать к телу. Все, такой кузя какой-то получается.